Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю незабываемо просто вкусный торт «Золотой бриз» с очень яркой начинкой манго-маракуйя, тропическая начинка, которая обрамляется нежнейшим классическим бисквитом и бархатистым шоколадным кремом. Все вкусы в торте очень гармонично сочетаются, дополняют друг друга. Торт получается нежнейшим, очень богатым во вкусе. Торт я буду готовить большой, но также я в процессе видео расскажу вам и напишу граммовки на маленькие круглые формы. Для этого большого торта мне понадобится 16 яиц среднего размера. Яйца я разделяю на желтки и белки. Желтки я отставляю буквально минут на 5 в сторону и взбиваю в первую очередь белки. К 16 белкам я добавляю 16 грамм ванильного сахара, небольшую совсем щепотку соли, взбиваю примерно минуту до состояния пены, и от общего количества сахара 560 грамм я добавляю в белки примерно половину. Повзбивала минуту и добавляю в белковую смесь 40 грамм кукурузного крахмала. И взбиваю сейчас примерно 4 минуты до такой устойчивой плотной меренги, но в то же время пики должны подрагивать, они не должны превратиться в губку. То есть пики немножко подвижные должны оставаться, чтобы бисквит у нас потом впоследствии очень хорошо поднимался. Взбитые белки я пока что отставляю в сторону и начинаю взбивать желтки. Для желтков я здесь намеренно взяла небольшую емкость, чтобы они взбились гораздо быстрее. Весь оставшийся сахар я сейчас добавляю в желтки порциями, чтобы желтки не склеились сразу с сахаром. Ни в коем случае заранее желтки сахаром не засыпаем. Вы потом ничего с ним не сможете сделать. Желтки я взбивала тоже примерно 4 минуты. Вот до такого пышного, побелевшего уже состояния сахар уже весь разошелся в желтках. Желтковую смесь вмешиваю в белки. Я это делаю просто из-за размера мисок, потому что белки я взбивала в крупной миске, и мне так делать удобнее. Нет никакой разницы, что мы вмешиваем, желтки в белки или наоборот, вы можете белки вмешивать в желтковую смесь. До конца я эту смесь намеренно не промешиваю, потому что мы сейчас будем вводить муку, и в муке все это размешается. 480 грамм муки я порциями просеиваю в тесто и аккуратно все это такими круговыми движениями перемешиваю сначала венчиком, чтобы у меня мука очень так уже хорошо распределилась по тесту, чтобы не было комочков. И под конец я все это, конечно же, прохожу силиконовой лопаткой, чтобы на дне у нас не оставалось непромешанных каких-то мест. Духовка у меня уже заранее разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекать я буду в прямоугольной форме, в большой. Размер прямоугольной формы здесь у меня 38 на 24 сантиметра. Все тесто я сейчас выливаю в форму. Обязательно тесто лопаткой распределяю на уголки. Это сделать просто необходимо. Выпекать я буду бисквит в заранее разогретой духовке при температуре 175 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз, без конвекции, на среднем уровне. В моей духовке я буду выпекать его ровно 1 час. Духовку во время выпечки ни в коем случае мы не открываем. И как видите, боковинки формы я ничем не застилала и ничем не смазывала. Итак, у меня прошел ровно 1 час. Бисквит у меня испекся. Вот такой пышный он получился. Палочка выходит сухая и чистая. Переворачиваю его сейчас на решетку и даю ему остыть до той степени, чтобы я могла просто дотрагиваться до формы. Не более. Бисквит еще очень теплый, но форма уже не обжигает. Я снимаю сейчас решетку. Слегка у меня оплыли вот эти бортики. Я их подрезаю вот так вот слегка. И вырезаю сейчас бисквит из формы сразу же, еще в очень теплом виде. Это я делаю для того, чтобы бортики остались идеально просто ровными. Переворачиваю сейчас на решетку, снимаю с него с донышка обязательно пергамент, чтобы он не отсыревал. Такой нежнейший бисквит, но форму держит очень хорошо. Он у меня остыл полностью до комнатной температуры на решетке вот так. Я его поместила в пакет и убираю его отдыхать на ночь в холодильник. Это сделать нужно просто обязательно для классического бисквита. И сейчас я сразу готовлю начинку. Здесь у меня 750 грамм свежемороженого манго. Наливаю туда 200 миллилитров сока тропических фруктов, просто покупного. 40 грамм кукурузного крахмала. К крахмалу я добавляю 150 грамм сахара. Основательно все перемешиваю, чтобы не было комочков. И вливаю в эту смесь еще 300 миллилитров сока тропических фруктов. Сейчас такие соки продаются буквально в каждом магазине. Они стоят недорого. Выбирайте сок качественный, чтобы у него был очень яркий
и выраженный вкус именно маракуйи. Все это перемешала. Вот эта смесь кусочков манго и сока у меня уже хорошо так закипела на плите. Кусочки манго я намеренно еще более не измельчала, чтобы просто после проваривания они не превратились в кашу. Вы же можете более измельчить, чтобы они были у вас более пюреобразными после проваривания. Вливаю туда всю крахмальную смесь и при непрерывном помешивании лопаткой я буду доводить всю эту смесь до кипения и проварю уже с крахмалом, уже когда закипела смесь, когда пошли уже вот от момента первые пузыри, то есть первые признаки кипения, я буду проваривать примерно 2 минуты. Здесь очень важно, чтобы крахмал очень хорошо заварился. Я думаю, что кто-то уже тоже сталкивался. Вообще у манго, если она особенно замороженная и слегка недоспевшая, есть немножко такой крахмальный привкус. И поэтому проварить здесь нужно все очень хорошо и очень основательно. Накрываю пищевой пленкой в контакт и остужаю до холодного состояния. У меня прошла ночь, бисквит очень хорошо стабилизировался в холодильнике. Я сейчас нарезаю его на 4 коржа, и шапочка мне тоже обязательно понадобится для обсыпки боковинок и также верха торта. Вот такие прекраснейшие воздушные коржи у меня получаются. Бисквит тонкопористый, с мелкими дырочками. Дырочки именно из-за того, что огромную массу мы взбивали маломощным ручным миксером. Если вы будете взбивать бисквит в планетарном миксере, у вас этих дырочек практически не будет. И вот здесь очень важный момент. Корж, вот этот верхний самый, который будет у нас дном в торте, так как торт очень тяжелый, я его делаю где-то на 5 мм намеренно толще, чем все остальные коржи. Он сейчас при весе торта сравняется с другими коржами. Сейчас я взбиваю крем. Здесь у меня 600 мл очень хорошо охлажденных сливок жирностью не менее 30%. Добавляю туда 24 грамма ванильного сахара, 150 грамм сахарной пудры, 500 грамм сыра маскарпоне и 500 грамм творожно-сливочного сыра, тоже очень холодных. И добавляю туда также 4 пакетика загустителя для сливок, 32 грамма. Загуститель я также добавляю обязательно, чтобы крем был стабильным, чтобы он не растекался. Вкус загустителя абсолютно никак не будет чувствоваться. Но я обязательно добавляю здесь загуститель. Вот такой прекрасный крем у нас получился. Торт у меня рассчитан минимум на 24 порции. И это никогда не нужно забывать в комментариях, когда кто-то захочет написать, какие дорогие продукты. На 24 человека минимум рассчитан этот торт. Нужно адекватно оценивать количество продуктов и количество порций. Я думаю, это всем понятно. И, соответственно, если кому-то нужен торт на 3 человека, можно просто разделить все количество продуктов на 8, и будет у вас небольшое количество продуктов. Сейчас общее количество крема я поделила на 3 части. Примерно 1 кг 800 грамм крема, 600 грамм белого крема я отложила в кондитерский мешок. В оставшиеся килограмм 200 грамм я добавляю 30 грамм какао-порошка. Просто какао-порошок для выпекания. Я просеиваю обязательно какао-порошок, чтобы не было комочков потом в креме. Оставшиеся 2/3 крема с какао-порошком просто взбиваю до однородности. Буквально меньше минуты я это взбиваю. Крем от какао становится еще более густым. На вкус, как бархатистое, вкуснейшее мороженое шоколадное получается. Нежнейший вкус у этого крема. И вот шоколадный крем я также на весах делю на 2 равные части, то есть примерно по 600 грамм, и раскладываю это также в 2 кондитерских мешка, чтобы мне было удобнее работать. И вам я советую делать абсолютно так же. Это очень облегчает труд. И начинаю сборку торта. Нижний корж, который я сделала толще других, я кладу вниз, чтобы он под весом торта, когда немножко просядет, сравняется с толщиной других коржей и будет все выглядеть идеально ровно и красиво у нас в разрезе. Обязательно пропитываем классический бисквит. Здесь я беру на 250 грамм кипяченой воды 1 столовую ложку сгущенки, то есть обычного сгущенного молока с сахаром. Получается очень вкусная и нежная пропитка. Если пропитывать сахарным сиропом, очень приторный будет торт. Поэтому я беру здесь кипяченую воду со сгущенкой. Очень советую тоже эту пропитку. 1 порцию шоколадного крема я сейчас выложила на нижний корж. Разравниваю. Крема будет здесь немного, максимум где-то 5-7 мм в толщину, потому что корж большой. Еще раз повторяю, на большое количество порций мне нужен был этот торт. Тортик я делала в школу на чаепитие. Я многодетная мама, поэтому всегда куда-то я что-то пеку и готовлю. И мне постоянно нужно какие-то чаепития, какие-то мероприятия у нас. Это нормальная практика для моей семьи. И то, что делаю здесь разрезы на канале, конечно, куда я несу эти торты или пирожные, все уже знают, что я блогер и что я эти тортики всегда дарю бесплатно там. Конечно, все с пониманием относятся и с удовольствием угощаются такими вкуснейшими
просто тортами с моего канала. Смотрите, когда выпекли такой ровный, хороший бисквит, и торт собирается сразу без проблем. То есть, если вы будете делать все вот последовательно, как я показываю в видео, у вас также получится прекрасный ровный торт. Обязательно пропитываем каждый корж. Классический бисквит всегда нуждается в пропитке. Теперь я наношу белый светлый крем уже на следующий корж. От общего количества из кондитерского мешка я примерно 1/3 наношу сейчас на основание, то есть на корж. 2/3 этого белого крема, я надеюсь, что я понятно объясняю, я использую для создания бортиков. Бортики я делаю такие как бы двухъярусные, если можно так выразиться, чтобы бортик был у нас повыше. И 1/3 этого крема я использую уже, чтобы промазать этим кремом следующий корж, который будет у нас донышком потом накрывать вот эту вот фруктовую прослойку. Фруктовая прослойка у меня остыла уже до очень холодного состояния. Она не превратилась у меня в камень, она слегка подвижная, но также прекрасно держит форму, как я и хотела, в принципе, для консистенции этого торта. Она прекрасно у меня распределяется по всему коржу. Она не пошла нигде такими желейными комками. Манго все видно, манго очень хорошо раскусывается, то есть мы его проварили адекватное количество минут. И сейчас остаток крема этого белого обязательно наношу на следующий корж. И перед тем, как я наношу этот крем, я ни в коем случае с изнанки этот корж не пропитываю, потому что нам нужно его будет руками взять и перенести на эту фруктовую начинку. Иначе он просто сейчас расползется от пропитки. Пропитаем мы его потом уже, когда он будет у нас лежать уже на торте. Просто беру вот так и переворачиваю уже на фруктовую начинку. Пропитала обязательно сейчас также пропиткой, уже просто не показываю, потому что это очень замедляет видео. И 3-ю порцию крема, то есть 2-й мешок шоколадного крема, я весь отсаживаю на этот корж. Обязательно разравниваю и накрываю все тем коржом, который был у нас дном при выпекании этого бисквита. Обильно пропитываю это донышко. Обязательно так достаточно туго оборачиваю пищевой пленкой, но умеренно туго. И отправляю этот торт минимум часов на 6. Я отправляла на ночь в холодильник на стабилизацию и для того, чтобы вкусы все объединились. Сейчас взбиваю масляный крем для покрытия. 400 грамм сливочного масла размягченного и добавляю туда 1 банку сгущенки. В моем случае это 400 грамм, 397 грамм. Сгущенка комнатной температуры и сливочное масло также комнатной температуры. Все это просто взбиваю до устойчивых пиков. Крем этот взбивается буквально за пару минут. Если вы увидите, что крем слишком плотный у вас, 10 секунд импульсами прогрейте его просто в микроволновке, чтобы он у вас хорошо распределялся по боковинам торта. Я измельчила шапочку от бисквита в измельчителе. Торт я достала из холодильника. Посмотрите, какой ровный, стабильный торт. Начинка нигде у нас не выплыла, не вытекла. Сейчас верхушечку и боковины торта я хорошо так покрываю вот этим масляным кремом. Он очень стабильный, он будет держать боковины. Остатком крема наполнила кондитерский мешок и делаю вот такое украшение. Линейкой я разделила торт на 24 порции, чтобы потом было удобнее уже в школе нарезать этот тортик. Бисквитной крошкой я обильно посыпала боковины торта, очень красиво она ложится. Советую также делать. Посыпаю сейчас также из маленькой ложечки, делаю вот такую посыпочку сверху. И в принципе торт мой готов. Разрезаю для вас по обыкновению здесь кусочек, чтобы показать вам именно начинку этого торта. Торт необыкновенно просто вкусный. Все прекрасно нарезается, несмотря на то, что начинка подвижная. И потом уже нарезали такой большой торт без проблем. Если кому-то нужен торт поменьше, допустим, на 24 сантиметра в круглой форме, всех продуктов тогда следует просто взять вдвое меньше. Если на 18 сантиметров круглая форма, тогда в 4 раза меньше следует взять всех продуктов. Я вам все это напишу в описании к данному видео. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.